Это лучше, чем пицца. Все соседи будут просить рецепт. Если у вас есть 3 картошки и 3 яйца, обязательно приготовьте этот быстрый, простой и очень вкусный ужин. Я уверена, что вы будете в восторге. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, делитесь с друзьями и первым делом натрем на терке 3 крупных картофелины. Кстати, чем мельче вы натрете картофель, тем более нежной будет текстура нашей картофельной пиццы, картофельного пирога. Но если вы любите более хрустящую корочку, то можно натереть картофель на крупной терке. Натерли картошку и перекладываем в миску. Для того, чтобы удалить лишний крахмал из картофеля, который может сделать наше тесто более тяжелым, заливаем картофель холодной водой и оставляем буквально на 5 минут. Этот простой трюк поможет сделать вашу пиццу более воздушной и более хрустящей. Друзья, сегодня мы готовим простое, но невероятно вкусное блюдо, которое покорит сердца всей вашей семьи. Это картофельная пицца – отличный вариант для быстрого и сытного ужина, когда у вас совсем мало времени и хочется чего-нибудь вкусненького. И пока картофель настаивается, быстренько приготовим простое тесто. В миску разбиваю 3 яйца и добавляю щепотку соли. Хорошо взбиваю яйца с солью венчиком до однородности. Миксер здесь не потребуется, нам пригодится обычный кухонный венчик, который всегда есть у нас под рукой. Получается такое легкое и воздушное тесто, которое сделает нашу пиццу невероятно вкусной. Оно без дрожжей, все продукты, все доступные под рукой, которые найдутся в вашем холодильнике, в крайнем случае в ближайшем магазине. Потому что яйца, молоко и мука, которые потребуются для теста, всегда есть у каждой хозяйки на кухне. Хорошо перемешали яйца со щепоткой соли и вливаю сюда же 250 мл молока. Это 1 стакан. Еще раз все хорошенько перемешиваем. Вот такое вот простое тесто без дрожжей. 200 грамм муки всыпаем в нашу смесь и добавляем 2 чайных ложки разрыхлителя. Муку можно не просеивать. Все хорошенько еще раз перемешиваем при помощи венчика. Смешиваем тесто до однородности. Слишком долго мешать его не нужно. Как только ингредиенты объединились, тесто готово. Посмотрите, вот такая вот гладкая однородная консистенция должна получиться. Тесто без комочков. При помощи венчика вы легко приготовите вот такое вот однородное воздушное тесто. Сразу же ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом. Масло можете использовать любое, на котором вы обычно жарите. И 1 репчатую луковицу мелко нарезаем. Тесто должно настояться, мы его отставили, оно постоит минут 10-15, чтобы клейковина в нем набухла и пицца получилась еще более вкусной. А тем временем мы с вами приготовим ароматную овощную зажарку. И первый ингредиент для зажарки – это, конечно же, репчатый лук, который всегда является классикой любого рецепта. Мелко нарезали лук и отправляем его в горячее разогретое масло на горячую сковородку. Обжариваю буквально 2-3 минутки на среднем огне. Пару раз перемешайте, чтобы лучок не подгорел. Также натираем на терке 1 морковку. Можно приготовить только классическую зажарку из лука с морковкой, а можно добавить какие-то еще овощи по вашему вкусу и по сезону. У меня сегодня будет зажарка из лука с морковью, и я добавлю сюда немного паприки, сладкого болгарского перца, но также вы можете для более яркого вкуса экспериментировать с начинкой. Добавить немного чеснока или ваши любимые итальянские травы, например, такие как базилик или орегано. В общем, любые сушеные травки тоже придутся кстати. Добавляем морковку к обжаренному луку и обжариваем овощи еще буквально 2-3 минутки. Огонь небольшой, чтобы ничего не подгорело. А пока жарится лук с морковкой, мы с вами нарежем 1 паприку, 1 большой болгарский перец. Разрезаем перчик
И удаляем семена, семенную коробку. Можете использовать только половинку перца, а другую половинку оставить для салата, например, который также можете подать к нашей картофельной пицце. И нарезаем перец сначала соломкой. А затем режем поперек небольшими кубиками. Перец такой хрустящий, такой ароматный и очень-очень полезный. Я думаю, вы знаете, друзья, что в перце содержится очень много витамина С, а витамин С – это иммунитет здоровый, это наше здоровье с вами. Добавляем перец в нашу зажарку из лука с морковкой и обжариваем еще буквально 2 минутки. Долго жарить не нужно. Нам нужно только слегка припустить овощи, чтобы они чуть-чуть обмякли и стали мягкими. Тем более мы с вами будем запекать нашу картофельную пиццу в духовке, поэтому нам не нужно доводить овощи прям до полной готовности. Картошка уже постояла, и теперь перекладываем картошку в миску или просто сливаем воду с картофеля, откидываем картошку на дуршлаг или на сито. Все, картошечку мы с вами отцедили и вернемся к нашему тесту. Оно постояло, посмотрите, какая у него консистенция, обратите внимание, вот такой вот консистенция она получается. Очень хорошее тесто. Теперь берем еще одну мисочку, набираем горсть картошки и хорошенько сжимаем ладонями, отжимаем из картошки всю лишнюю влагу, чтобы никакой лишней воды не было, потому что лишняя вода в тесте нам не нужна. А также, чтобы картофель не дал лишнюю слизь при выпечке пирога, для этого мы с вами его замачивали в воде и теперь еще раз хорошенько отжимаем от воды и от лишнего крахмала. Вот таким вот образом отжимаем картошку и добавляем отжатую картошку в миску с тестом. Так, все уже практически готово. Отжимаем последнюю порцию нашей картошечки. И теперь хорошенько смешиваем картошку с нашим тестом. Тертый картофель перемешиваем с воздушным тестом для пиццы. Смешиваем просто до однородности. Картофельная пицца по этому рецепту, друзья, получается очень вкусной. И готовится, проще простого. Смешать все ингредиенты не займет у вас много времени, но вся ваша семья будет вам благодарна, потому что это очень вкусно. Теперь добавляем в картофельное тесто нашу зажарку из лука, морковки и овощей. А также нарежем небольшой пучок зеленого лука. Мелко нарезаем лук, зелень придаст пицце свежести и яркости вкуса и красок. Кстати, зеленый лук можно заменить на любую другую зелень по вашему вкусу. Укроп, петрушку, кинзу – все зависит от ваших предпочтений. Добавляем лук в тесто и еще раз хорошенько перемешиваем. Как я уже говорила, чтобы сделать пиццу более сытной, можете добавить в начинку кусочки курицы, ветчину, колбасу или сосиски. Все, что вы любите. А если вдруг вы любите остренькое, то можете добавить немного перца чили или кайенского перца. Здесь все, опять же, зависит от вашего вкуса. По вкусу приправляем тесто солью и черным молотым перцем. Помните, что главное в кулинарии – это экспериментировать и получать удовольствие от процесса приготовления пищи. Тем более, когда мы готовим, друзья, еду с вами каждый день для нашей семьи, для наших близких, важно, чтобы этот процесс действительно приносил удовольствие, потому что
еда, приготовленная с любовью, имеет особенный вкус, даже если это совсем простые блюда. Я беру противень для выпечки и смазываю его растительным маслом. Можете смазать сливочным, тоже получится очень вкусно. А можете застелить противень пергаментом, чтобы пицца не прилипала. И выливаем картофельное тесто на противень. И вот так вот при помощи лопаточки или ложки хорошенько разравниваем, распределяем тесто по всему противню, чтобы слой теста получился равномерным. Все уже готово, друзья. Я поставила разогреваться духовку, включила. И перед тем, как отправлять пиццу в духовку, натрем кусочек сыра на терочке, грамм 150-200. Чем больше сыра, тем получится вкуснее. Я обычно использую моцареллу, сыр. Он отлично плавится и придает пицце нежный сливочный вкус, но вы можете выбрать любой сыр, который вам нравится. И теперь посыпаем пиццу натертым сыром. Все, пиццу можно отправлять в духовку, температура духовки 180 градусов, а время выпечки 20-25 минут. Время выпекания может зависеть от толщины теста и мощности вашей духовки. И чем тоньше пицца, тем быстрее она испечется. Все готово, друзья, только посмотрите, какая красота, а аромат стоит просто волшебный. Давайте скорее разрежем пиццу и посмотрим на этот хрустящий сочный кусочек с нежной сырной корочкой и сочной начинкой. Очень симпатично выглядит, аппетитно, и запах стоит просто волшебный. Только посмотрите, какая она румяная и аппетитная, такая золотистая корочка, просто объедение. Обязательно попробуйте, друзья, сочетание нежного картофеля, ароматных овощей и расплавленного сыра просто покоряет. Попробуйте этот рецепт, и вы сами убедитесь, насколько он простой и вкусный. Такая пицца станет отличным вариантом для семейного ужина. Друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, а я вам предлагаю еще один вкусный и быстрый рецепт, от которого вы тоже будете в полном восторге. Сегодня готовим сочный и ароматный картофельный рулет с фаршем. Это блюдо станет настоящим украшением любого стола, будь то семейный ужин или праздничный стол. Поверьте, друзья, ваши гости будут в восторге от этого вкусного и сытного блюда. И для рецепта нам понадобится 3 или 4 крупных картофелины. Картошку нужно нарезать тонкими ломтиками. Не обязательно, чтобы ломтики были слишком тонкими, прям прозрачными. Главное, чтобы они были одинаковой толщины, чтобы картошка равномерно пропеклась и не подгорела. Этот рецепт попался мне в интернете, приготовила его, друзья, и ни разу не пожалела. Такой вкусный получился сочный фарш с картошкой, еще и с хрустящим сыром. И картошка пропекается, получается такая нежная внутри, просто объедение. Сейчас я беру противень для духовки, большой, обычный для стандартной духовки, и застилаю его пергаментом. Пергамент обязательно, чтобы ничего не прилипло. Теперь мне понадобится кусочек сыра, грамм 200-250. В этом рецепте чем больше сыра, тем вкуснее получится. И натираем сыр на крупной терочке. Сразу же половину сыра где-то или даже чуть больше я отложу в сторонку, он понадобится мне чуть позже. И посыпаем тертым сыром дно формы, сыпем прямо на пергамент. Равномерно распределяем, чтобы сыр покрывал тонким слоем весь пергамент, всю пергаментную бумагу. Разровняем немножечко. И теперь сверху на сыр выкладываем ломтики картофеля. Ломтики картошки кладем немного внахлёст друг на друга. Это нужно для того, чтобы рулет в готовом виде хорошо держал форму и чтобы в нем не образовались дырочки, отверстия. Поэтому чем
плотнее, ближе друг к другу вы положите картошку, тем более плотный рулет у вас получится. Так, выложили картошку. И теперь сверху картошку смазываем растительным маслом при помощи кисточки. Вместо растительного масла вы можете смазать картошку сливочным маслом. Просто растопите кусочек сливочного масла и точно так же при помощи кисточки смажьте картошку. Получится тоже очень вкусно и очень ароматно. Осталось сверху посыпать картошку солью. Приправляем по вкусу. Я уже разогрела духовку до температуры 180 градусов. Отправляю противень с картошкой в духовку на 30 минут. Тем временем быстренько приготовим начинку из фарша. И первым делом я нарежу бекон. Бекон вы можете использовать по вашему желанию, можете здесь обойтись без него, но с беконом получается вкусно, ароматно и очень сытно. Нарезали бекон, и как раз сковорода уже хорошо разогрелась. Отправляем бекон на горячую сухую сковородку без масла и обжариваем, помешивая где-то минут 5-6 до золотистого цвета. Не забываем помешивать, чтобы бекон не подгорел. Огонь сделайте средний, умеренный. Тем временем нарежем одну репчатую луковицу. Лук мелко нарезаем и не забываем про то, что у нас бекон на сковороде, на плите. Еще раз его перемешаем. Это блюдо готовится так быстро и просто, что я рекомендую вам его приготовить обязательно. Оно точно станет вашим любимым, потому что после того, как я приготовила этот рецепт, мой муж теперь просит меня готовить его 3 раза в неделю. Настолько вкусно получилось, сытно, просто пальчики оближешь. Действительно очень-очень вкусный рецепт, друзья. Сохраняйте, делитесь с друзьями и не забывайте писать комментарии, ставить лайки и подписывайтесь на канал «Готовим дома». Тем временем бекон уже поджарился, и я выкладываю его со сковороды. Весь вытопившийся жир оставляем в сковородке. И прямо в этом жире мы с вами будем обжаривать лук. Отправляю нарезанный лук на горячую сковородку. И буквально минутку обжариваю его на жире от бекона. Сюда же к луку отправляю где-то 500-600 грамм фарша. Фарш можете взять любой – куриный, говяжий, свинину с говядиной по вашему вкусу. Приправляю фарш солью, черным молотым перцем. И по вкусу можете добавить любые приправы на ваш выбор. У меня еще немного красной сладкой паприки и щепотка итальянских трав. Разминаем фарш, разбиваем его ложкой или лопаточкой, чтобы он получился однородным, а не одним комком, таким монолитным. И обжариваем фарш минут 10, периодически не забываем помешивать. Нарезаем паприку, болгарский красный перец. Я взяла 2 цвета, красный и зеленый, получится не только вкусно и полезно, но еще и очень красиво. Вырезаем семена. Вот так. И теперь нарезаем перец вот такими вот полосками. Можно сделать полосочки потоньше. Размер кусочков, друзья, тоже всегда на ваше усмотрение, как вам больше нравится. Фарш у нас жарится, не забываем его периодически помешивать. Очень вкусно, ароматно уже пахнет. И нарезаем перец вот такими вот небольшими кубиками. Очень красиво будет смотреться 2 цвета, красный и зеленый, такой светофор. Поэтому рулет будет не только вкусный, но еще и очень красиво смотреться в разрезе. Так, перец нарезали, теперь отправляем его на сковородку к фаршу. Все перемешиваем и обжариваем перец с фаршем еще где-то 3-4 минутки. Слишком долго жарить не нужно.
потому что фарш уже практически готов. Нам нужно только немножечко припустить перец, чтобы он стал чуть-чуть помягче. Пока жарится перец, мы с вами измельчим чеснок. Чеснок можно измельчить любым способом. Можно прижать ножом зубчики чеснока. Кстати, чеснок так еще и очень быстро и просто чистится, если кто-то не знал этот способ. И теперь ножом мелко измельчаем чеснок. Либо вы просто можете традиционным способом измельчить чеснок при помощи чесноковыжималки. Порубили чеснок достаточно мелко. И также я хочу добавить любую зелень к нашему рулету. И сегодня я приготовлю рулет с петрушкой. Вместо петрушки вы можете взять укроп или, например, зеленый лук. Хорошо измельчаем зелень, помельче. Готово. Теперь измельченный чеснок отправляю в сковороду к фаршу. Все перемешиваю и обжариваю буквально еще полминутки-минутку. Фарш уже полностью готов. Дошел до готовности, снимаем сковороду с огня. Наша основа для рулета уже тоже готова. Только посмотрите, какая она классная получилась, друзья. Она очень вкусная сама по себе. Снизу получается такой вкусный, хрустящий слой, сырный слой, а сверху мягкая, нежная пропеченная картошечка. Это такая вкуснятина, объедение. Теперь посыпаем здесь картофельную основу сыром и сверху выкладываем фарш с перчиком, с чесночком. Вкусный и очень ароматный. Запах стоит, друзья, потрясающий. Фарш сам по себе очень с насыщенным вкусом. Здесь достаточно много специй, он хорошо просолен, поэтому получится очень вкусно. И вот таким вот образом разравниваем фарш, равномерно распределяем по всему рулету. Кстати, этот рулет, он действительно замечательный, он универсальный, потому что его можно приготовить с абсолютно любой начинкой. Сверху на фарш я выкладываю жареный бекон. Такая вкуснятина, я очень люблю жареный бекон, а вы любите? Напишите в комментариях, любите ли вы бекон и часто ли вы его готовите. Все это дело присыпаем рубленой петрушкой, только посмотрите, какая красота получается. И еще немножко сыра точно не помешает, вкуснятина нереальная. Теперь аккуратненько все сворачиваем, картофельную основу с фаршем в рулет, помогая себе пергаментом. Все делается очень просто, у вас точно получится. Повторяйте за мной, друзья, никаких проблем у вас точно не возникнет. Аккуратненько отделяем пергамент, не торопимся. И вот такая вот красота уже у нас получилась. Духовка все еще разогрета, сверху посыпаю тертым сыром для красоты и отправляем в горячую духовку еще буквально на 5-7 минут, чтобы только расплавился сыр. Достаем из духовки, сверху посыпаем, украшаем немного петрушкой. Посмотрите, какая красота, друзья! Я просто в восторге от этого рецепта, от этого рулета. Посмотрите, какой шикарный кусочек! В нем столько вкусной мясной сочной начинки, а сверху нежная и одновременно хрустящая сырная корочка. Она не дубовая совершенно, и мягкая, нежная пропеченная картошечка. Вкусно нереально, пальчики оближешь.